Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Россиянцы так долго и упорно рассуждали вслух о центрах принятия решений, что это начало даже вызывать зевоту. Но тут вдруг, видимо, вдоволь напрыгавшись на батуте, мастер распиловки бюджетов Рогозин решил выступить с заявлением. Перед открытием саммита НАТО в Мадриде Роскосмос опубликовал спутниковое фото и координаты места проведения саммита и центров принятия решений. Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых центров принятия решений. Товарищ Рогозин ведь не самостоятельно принял такое мудрое дипломатическое решение. У него есть вождь, и Ким Чен Пын, конечно, уникальный вождь, сказочный. Принять страну без врагов и сделать врагом всех. При этом так и не построив ничего, кроме коррупционной вертикали до того. О том, что Путин хотел остановить НАТО, в итоге усилив альянс, я молчу, это и так понятно. Но так русский царь Мидас работает во всем, даже в менее заметном срезе. Напомните, когда русскую власть унижали на Западе? Именно чтобы втоптать. Я такого не припоминаю. В самой России, да, проклинали Ельцина, Гайдара. В любой непонятной ситуации виноват Чубайс. Не мудрено, что на этой ассенизаторской гонке бегом идеализировали СССР. Там тоже ругали. Но тихо, потому что боялись. А страны Запада россиянцев ранее не унижали. Пресса? Хунтубары. СМИ живут по своим неписанным правилам. Я же о политиках говорю. В любое время нулевых с РФ хотели только дружить. По дружбе и газ себе намутить можно, и импорт русским наладить. Ты шикуешь, они живут хорошо. Никакой агрессии, никаких даже намеков на подколки в адрес Кремля. Но за дело взялся великий комбинатор и всех переигрыватель Владимир Ясен-Пень Путин. И теперь все видят, что каждый уважающий себя западный политик может и должен стебать Россию. Проехаться по матча-образу ВВХ, откровенно гнать с любого выпада и откровенно издеваться над дипломатами, будто что-то плохое. Это же не Борис Джонсон скатил Россию в такой статус. Здесь подвиги совершал только Путин, с него и спрашивайте. Потому что теперь дружить с РФ не только нельзя, но и зашквар. Не дружи. Нет больше смысла. А после официально признанного дефолта есть уже не просто риски, а реальные проблемки. Вот Макрон звонил в Кремль, став героем не очень приятных для него мемов. По идее, такое надо ценить, искать пути для расширения дружбы, партнерства между нашими странами. Не? Что же сделал чемоданщик? До чего ж додумался человек-многоходовочка? Да он сделал все, чтобы мсье Маню больше так никогда не поступал, чтобы на его примере показать всем, а что вы нам сделаете? Все, чтобы мир понял, если ты тянешь русским руку помощи, ее как минимум измажут содержимым чемоданчика, как максимум сломают. Вот вам индикатор Макрона. Атомных звонков, по хронометражу напоминающих пылкие отношения по телефону, компашке прагматичных русофобов. Кто молодец? Ким Чен Пын. Ельцин, которого на родине рисовали бухим 24 часа в сутки на Западе, жал руки и пользовался уважением. По инерции можно было на этом отношении лет 40 ехать. Ой, простите, больше не поедете. Ведь с тех пор россиянской власти учатся сохранять лицо с целью более точного опознания, не более. Кто молодец? Ким Чен Пын. Мы годами мечтали, чтобы Запад говорил с РФ именно так, жестко, без тени доверия, с надеждой лишь на то, что потом русский гость уйдет, не скоммунизив серебряные ложечки, чтобы руку русского чиновника жали не после антисептика, а перед ним или между, потому что а вдруг в чемоданчик только что лазил? Опасность редкостная, фу, ну ее в баню. Чтоб словам Лаврова верили только маргиналы вроде самого Лаврова. Что премьер-министр РФ никто не знал, нахрен вообще нужен, если даже прямой кишкой без указки Кремля не умеет пользоваться.
чтоб Россия из страны, у которой врагов не бывает по умолчанию, стала страной врагом для всех. От Канады до африканского побережья Индийского океана. Этот момент настал. И унижения России лишь начались. Произошедший технический дефолт РФ по внешнему долгу означает не только то, что в долг ей теперь никто не даст. Ни Китай, ни Индия, ни Габон. Это, во-первых, зависшие 20 миллиардов долларов государственного долга иностранным кредиторам, половина, получившим теперь право на задержание активов, в том числе и танкеров с нефтушкой. Это, во-вторых, нарастающая паника держателей ценных бумаг российских предприятий разных форм собственности на 412 миллиардов долларов. И первое, и второе происходят в условиях свежего запрета на торговлю российским золотом – минус 19 миллиардов долларов в год. Запрета, из-за чего и произошел технический дефолт, на использование России резервных валют, а также резервы теперь едва ли не наполовину меньше валового долга. Встал даже вопрос о том, достаточно ли они, чтобы обеспечивать критический импорт. Импорт ведь в состоянии широко понимаемого эмбарго, а тратить поступления в резервных валютах запрещено. Казус Мидаса. Но если бы этого эмбарго и запрета не было, оставшихся ликвидных резервов хватило бы максимум на несколько месяцев. Вообще в этом смысле ситуация новая. Ни Ирак, ни Иран, ни Северную Корею так не обкладывали. Поэтому-то теперь в россияне засекречены официальные данные не только по добыче нефти и угля, но и газа. Они летят вниз. Руками добывать не будешь, а хранилищ нет. А танкеры ходят с выключенными транспондерами. Кстати, это хорошая задача для флотов Великобритании, США и стран Европы. Такой старомодный поиск этих танкеров с целью их репатриации. К ее осуществлению уже начата подготовка. Видимо, Путин будет придавать им охранение, что отвлечет оставшийся флот окончательно, а также позволит испытать на нем ряд новых технологий в условиях Балтийского, Северного моря, Тихого и Атлантического океанов, хотя, по-видимому, добыча нефти и газа сверзится ниже необходимой на внутреннем рынке раньше, чем недокопченный кремлевский авантюрист решится на такие операции. Но в этом смысле интересна судьба поставок как минимум в Индию и Пакистан. Не говоря уже о том, что страхование этого всего добра давно отключено. Начнется ли набег держателей российских бумаг, ведь в них оставались только мусорные фонды и физические лица с неудовлетворительным уровнем интеллектуального развития, сказать сложно. Более 20% валового внешнего долга – это долги Роснефти и Газпрома, китайским государственным банкам. Еще 30% – это долги госбанков-банкротов. Для ВЭБ, к примеру, не тянутся еще Сочинской Олимпиады. Ряд участников может и найти способ расплатиться и закрыться, но это небольшой сегмент. В любом случае, разумным шагом со стороны Путина было бы полное прекращение любого сообщения России с внешним миром, что смягчает риски репатриации движимой собственности и поставок. Но что это я тут развожу экономическую гуманитарку бензоколонии? Пусть Медведев и дальше про Крым вещает, на похмелым угляжу уже не подают. А вот нам всем, кроме финансовой помощи, кроме гуманитарной помощи, кроме живой и родной души рядом после перемоги, понадобятся еще и психологи. У кого-то это будет духовный наставник, у кого-то религиозный, у кого-то реальный врач, потому что в каждом из нас выгорает душа и человечность. В ком-то выгорела душа размером с Бучу, в ком-то размером с Мариуполь или вокзал в Краматорске. У кого-то в душе дыры размером с Харьков, Чернигов, Волноваху или Николаев. У кого-то в душе выгорела дыра, как Киев, Бородянка, Мощун, Рубежная и Лиман с Попасной вместе взятые. И там уже поселилась пустота. И россиянцам надо опасаться сейчас не полных дефолтов, не срока за репост, не дефицита масла или сахара, а каждого из нас. Ведь в нас места для человечности все меньше и меньше. Я слышу, что говорят люди, и понимаю, что может произойти, если мы зайдем на территорию РФ. За все перечисленные города. За то, что больше не осталось слез. За закрытые пляжи. За то, что наша малышня учится в подвалах без света и воздуха. За все, что сделала Россия за последние 4 месяца и 8 лет перед этим. И даже мне,
От этого страшно, потому что боль поселилась на месте души, и эта боль требует выхода. Если мы зайдем на территорию РФ, то там будет расплата. И за это россияне должны будут сказать спасибо не только Путину, Шойгу, Медведеву, Володину, Соловьеву, Киселеву, Сукабеевой, Симоньян, но и каждому из себя и всей своей потернетной армии коврокрадов в форме вежливых людей. А после нашего тура по Россиянии и полной перемоги мы все вернемся домой. У кого он останется к тому моменту? Какими мы вернемся? И вернемся ли когда-нибудь окончательно? Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24 UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш вклад в перемогу України.